Всем здравствуйте, друзья! Я рада вас приветствовать на нашей очередной гормональной лекции. Напоминаю, меня зовут Ольга Кравчук, я врач-эндокринолог и я курирую проект Physical Transformation по медицинским вопросам. Я профессиональный обожатель гормонов и изучения их влияния на вес. Сегодня буду делиться с вами тем, что знаю. А конкретно сегодня мы подробно разбираем пролактин. Я достаточно часто встречаю такой тезис. Ну, например, вот такой. При грудном вскармливании очень сложно похудеть, так как высокий уровень пролактина мешает жиросжиганию. И внутри него еще один, да, высокий уровень пролактина мешает жиросжиганию. Такое можно услышать и от тех, кто не кормит грудью. То есть пациентки приходят и говорят: может быть, то, что я не могу избавиться от лишнего веса, или я очень быстро набираю. Мне кажется, это несправедливо совершенно. Связано с тем, что у меня высокий уровень пролактина. Сегодня мы будем это проверять и с этим разбираться, насколько действительно могут быть такие причинно-следственные связи. А для начала о самом простом. Что такое пролактин вообще? Пролактин – это гормон. Гормон, который у нас вырабатывается в головном мозге, а конкретно в гипофизе. Вот у нас здесь, в таком вот интересном гипофизе по форме, вырабатывается пролактин. Естественно, основная функция пролактина, ни для кого не секрет, это производство молока, да, то есть это стимуляция молочных желез для того, чтобы там образовывалось молоко, можно было кормить ребенка. Само собой, очень важная эволюционная функция. Итак, с самой простой базой разобрались, сейчас переходим к базе посложнее. Что нам еще надо понимать в контексте пролактина и веса? Мы должны немножко разобраться с тем, как оценивать уровни пролактина. Казалось бы, все просто, есть у нас там графа референс в лабораторном бланке и все. А на самом деле нет. Даже не все медицинские работники знают, ну и понятно, что пациенты не знают, это нормально, что пролактин гормон очень вариабельный, и у него очень сильно отличается суточный ритм в норме. То есть посмотрите, пожалуйста, на левом графике, я сейчас укажу, представлены примеры совершенно нормального суточного ритма пролактина здорового человека. Мы видим, что достаточно высокие пики происходят во время сна, 1200-1600, и меньшие цифры в период бодрствования. Но, тем не менее, даже в период бодрствования, вот здесь у нас к 400 подходит, вот здесь вот у нас уже к 800 подходит. Ну, то есть разница колоссальнейшая на самом деле. Очень часто пролактин пытаются интерпретировать как какую-то вот постоянную изолинию, и периодически вы можете услышать собственные нормы от различных медицинских блогеров, например, в первую очередь. Вот что он должен быть, например, не больше 250. Я такое постоянно встречаю. На каких-то медицинских данных основано это, конечно, нет. Ну, как бы вы видите, да? А в какую вот точку времени он должен быть 250? Нет, совершенно нормальные уровни. Наша задача на этом слайде соотнести их с цифрами пролактина во время грудного вскармливания. А конкретно вот у нас вот этот вот график. Итак, мы видим, что повышение наибольшее в первые недели, может быть и 3, и 4, и 5 тысяч, но и 5 тысяч уже реже. Больше пролактина, ну, само собой больше, иначе как бы женщина кормила. Хорошо, пойдем еще дальше в плане цифр. А бывают ли состояния, когда пролактин еще больше, чем у кормящей женщины? Да, бывает. Это аденома гипофиза, пролактинома и заболевание гиперпролактинемия. То есть вот в том самом гипофизе у нас вот здесь вот формируется опухоль, и большее количество клеток секретирует пролактин, пролактина становится очень много. Вот, например, я привожу выдержку из наших рекомендаций отечественных. Как правило, микроаденомы ассоциированы с уровнем более 5000, как правило, это значит наиболее часто. Бывают и поменьше, но все же чаще это большее значение. И макроаденомы более 10 тысяч. По названию понятно, что микро и макро отличаются размером. Смотрим еще раз на цифры. Как правило, пролактинома это больше 5000, на ГВ чаще все-таки меньше.
Но, тем не менее, какое-то вот у нас представление есть. Дальше покажу цифры при макропролактиномах, и представление будет еще более полным. Итак, наша задача на данный момент просмотреть, какие есть вообще работы, какие есть контролируемые испытания, где следили бы за пациентами с вот этими самыми пролактиномами, смотрели бы, изначально имеют они ожирение или нет, как они набирают, как они будут худеть во время лечения, будут ли они худеть во время лечения. Чтобы вы понимали, практика одного врача – это все-таки несколько субъективный опыт. То есть приходит ко мне пациент. Пациент может сам не отслеживать никак свой вес. Пациент может, наоборот, быть акцентирован и так далее. То есть кто-то приходит с избытком веса, кто-то без избытка. Я всегда всех своих пациентов спрашиваю, конечно же, как их вес ведет себя после лечения. Вот с этим я с вами попозже поделюсь, чтобы не было спойлеров. Но вот тем не менее, объективный опыт мы можем получить только через изучение разных источников информации, разносторонней. Итак, например, вот эта работа. Мужчин оценивали по массе тела после 6 месяцев лечения. Среди них были и мужчины с большой опухолью, и мужчины с небольшой. Те, которые были с большой опухолью, потеряли в среднем 5% от исходной массы тела. То есть 83 килограмма было до лечения и минус 4-5 килограмм за полгода в течение лечения. У пациентов с микропролактиномой, отмечают авторы, значительного изменения веса не наблюдалось. До этого, вот, кстати, в данной работе нам описывают, что историю своей массы тела рассказали 14 пациентов еще до момента нахождения гиперпролактинемии, диагностики. 9 пациентов сказали, что они набрали вес, 1 сказал, что он похудел, и 4 сказали, что у них не было никаких изменений в массе тела накануне. Ну, вот так или иначе, 83 килограмма – это не что-то прям такое, да, гигантское. Вот, кстати, на примере этой статьи хотела вам показать, как иногда интересно пишутся выводы в статьях. Потому что если зайти в них внутрь, посмотреть, иногда кажется, что выводы как будто не совсем корректны. Что еще важно отметить, авторы нам говорят, что похудение не коррелировало ни со степенью гиперпролактинемии, ни со снижением уровня пролактина во время лечения ни в одной из групп пациентов. То есть, пусть у пациента изначально был пролактин 70 тысяч, а стал 1000, или был 30 тысяч, а стал 15, это никак не соотносилось с изменением массы тела. Так вот, по поводу выводов. Я вот иногда думаю, как авторы статей пишут выводы. Нам сказали в абстракте, что разница в половых гормонах до и после не отличается. Вот. Но насколько действительно влияние на изменение массы тела все же может быть. Вот давайте мы посмотрим сюда. Мы знаем, что вот у нас есть пациенты с микропролактиномами, с маленькими опухолями, и у них особо ничего с весом не произошло глобального, да. Мы видим, что изначально уровень тестостерона 6,9, это мужчины, напоминаю, как и в случае вот с макропролактиномой, да, примерно такие же уровни. Но возврат к исходным уровням несколько отличается. То есть вот у мужчин с макропролактиномами получается, что исходные уровни тестостерона были повыше. Ну, то есть в момент гиперпролактинемии, возможно, было более выраженное снижение. Как и вот здесь, например, я закрываю, к сожалению, своим видеоокошком. Вот здесь у нас указаны гипокортицизм, гипотиреоз, гипогонадизм, то есть это снижение функции щитовидной железы у большего количества пациентов, снижение половой функции у большего количества пациентов с макропролактиномами. То есть, ну, не совсем как-то, мне кажется, однородно. А почему я вообще захотела это вынести? Возможно, что один из аспектов влияния на массу тела у мужчин с гиперпролактинемией – это все-таки вот тот самый гипогонадизм, который формируется в момент заболевания, да, в процессе.
То есть как это работает? Избыток пролактина снижает гонадотропные гормоны ЛГ, ФСГ, и тестостерон снижается. Сейчас покажу на примере своего пациента, как у нас было. Пришел молодой человек с таким вот пролактином изначально. У него оценили уровень тестостерона, прям как в том нашем исследовании, да? И на фоне снижения пролактина тестостерон вернулся к своим нормальным исходным значениям. А что случилось, кстати, с массой тела? Пациент достаточно недавно был. Вообще подъем пролактина случился на фоне применения антидепрессантов. Антидепрессанты пациент принимал, потому что переживал серьезный стресс в своей жизни. Вот изначально на фоне стресса до антидепрессантов он набрал 10 килограмм. В течение года приема он набрал еще порядка 5 килограмм. Мы договорились, что он обязательно займется собой, пойдет в зал, и ему, несомненно, должно стать лучше на фоне снижения пролактина. В общем, так и произошло. Пациент сказал, что стал чувствовать себя действительно лучше, у него появилась энергия, улучшилось общее самочувствие, а вот вес его за месяц не изменился. Он пошел в зал, действительно какая-то часть пришла с жидкостью, например, какая-то часть, может быть, с мышцами уже даже пришла за этот месяц, но, тем не менее, какого-то снижения веса существенного, которое мы могли бы ожидать, его не было. Смотрим дальше исследования. Тоже пациенты с опухолями гипофиза. Лечат 6 месяцев. Естественно, за 6 месяцев уровни пролактина значительно снизились, и масса тела у мужчин снижается за полгода со 101 до 95 килограмм. А вот по прошествию 2 лет она снижается еще до 88, то есть минус 13 за 2 года. Это примерно 400 грамм в месяц, да? Кстати, обратите внимание, уровни, да, тоже пролактина. Вот здесь вот у нас больше 70. У женщин ситуация выглядела несколько по-другому. За полгода снижение веса на 3 килограмма, и за последующие 1,5 года ничего больше не изменилось. При этом вообще, в принципе, женщина и так как бы 68-65 килограмм, ну, не с особо большой массой тела, да, изначально. То есть тоже делаем вывод, что гиперпролактинемия есть, но женщина не выходит даже за индекс массы тела 30. Хорошо, пошли дальше. Посмотрим, что еще у нас есть. Еще одна работа. Можно, кстати, обратить внимание по дизайну этих работ. Они такие достаточно многие старые. Это будет иметь определенный смысл в дальнейшем. Тоже лечат избыток пролактина и оценивают динамику веса. И опять мы видим вот интересную, да, такую закономерность. У мужчин минус 5,7, у женщин минус 1,8 килограмма. 1,8 килограмма – это, наверное, все же не та цифра, которая заставила бы пойти человека к эндокринологу с жалобой на то, что никак не получается корректировать вес. Как вы думаете? Мне кажется, нет. Ну, то есть, опять же, вроде бы мы видим тенденцию, но как-то это все не сильно впечатляет. Еще одна работа. Сравнивают вес пациенток с гиперпролактинемией и пациенток соответствующей контрольной группы, ну, то есть, которые должны быть как-то там похожи по возрасту и так далее. Группа с повышением пролактина и без повышения. Что хотят вообще этой работой посмотреть? Оценить, пациентки с гиперпролактинемией, они чаще больший вес имеют или нет. И делают вывод, что в среднем где-то, да, на 4-5 килограмм вес у пациенток с гиперпролактинемией больше. То есть у нас с вами все как-то больше накапливается, да, данных о том, что вроде бы действительно мы видим, что высокий пролактин как-то, наверное, способствует набору веса, и с лечением вес как-то снижается. Пока что такое, да, впечатление складывается. Посмотрим дальше. 12 недель лечения. Вот, кстати, по дизайну видно, да, что работа посвежее. Пациенты с гиперпролактинемией
лечится 12 недель, и изменение веса в весе ровно 0. Вот здесь вот указан вес 82,5, 82,5. Видим, естественно, снижение пролактина, все логично. Некоторые даже небольшие изменения можно посмотреть по другим параметрам, но они слишком небольшие, чтобы по ним делать какие-то выводы. Но получается, это первая работа, которая несколько вводит нас в ступор. Почему так? Там же вроде бы мы везде видели, а здесь уже нет. Смотрим дальше. Еще одна работа. 6 месяцев лечения гиперпролактинемии. Пролактин нормализуется, но значительного различия в индексе массы тела не наблюдается. Вот прям значительного. Оно небольшое есть. Сейчас я вам отмечу. Вот здесь вот индекс массы тела был 29,5, а стал 28, да. Ну, опять же, 1,5 килограмма на метр квадратный – это обычно не то значение, с которым приходят к доктору искать гормональные причины веса. Здесь несколько другие цифры приведены, 149 нанограмм. Это, если бы, возвращаясь к тем цифрам, мы умножили вот это значение на 21. Это уже норма. До 20-25 у нас принято считать нормальными значениями в референсе. Но что еще мы видим, кстати? Мы видим, что окружность талии подуменьшилась. Мы видим, что немножко вот совсем глюкоза подснизилась. И мы видим, даже я вот здесь подчеркнула, что произошли некоторые небольшие изменения в количестве висцерального и в количестве подкожного жира. Да? Но опять же, изменения порядка 10%. То есть что-то есть, но как-то не сильно впечатляюще. И также авторы отмечают, что статистической значимости достигнуто не было. Вопрос, почему те работы показали такие результаты, а вот эти работы, более современные, не показали результатов каких-то значительных снижений веса. Вот. На данный момент никаких систематических обзоров на этот счет я не встретила, но возникла мысль, что причина вот в этом. Эх, окно закрывает. Сейчас я сделаю его немножко поменьше. Секунду. Временно уменьшила слайд, чтобы были видны выводы и читабельны. Итак, разница в расхождении результатов, вероятно, обусловлена расхождением в методах лечения. А именно, в более старых исследованиях, где мы видели достаточно интенсивное снижение веса по сравнению с последними, использовался препарат для лечения, который называется бромокриптин. Этот препарат использовался ежедневно. Я скажу честно, что я уже физически не застала применение этого препарата, потому что от него отказались уже достаточно давно, из-за того, что он плохо переносится. То есть на нем большое количество побочных эффектов. А вот именно, например, тошнота, рвота. Соответственно, очень активно приходит в голову мысль, что именно снижение веса, скорее всего, было связано вот с этими побочными эффектами, нежели с прямым действием пролактина. Это касательно вот этого вот препарата. На данный момент для снижения пролактина используется кабергалин. Кабергалин используется 1-2 раза в неделю. И, поскольку я с этим препаратом уже активно практикую, я крайне редко встречаю, чтобы кто-то его плохо переносил. Обычно его вот совершенно никак не чувствует. Вот так вот. Скорее всего, эффект опосредован именно вот этими вот побочными эффектами. Иначе объяснений простых нет. Итак, хорошо, пошли дальше. А теперь перейдем уже непосредственно к исследованиям, которые оценивали срок кормления и соотношение его с массой тела женщин.
Тут достаточно много работ, они достаточно крупные, они достаточно объемные, долго исследуют. И все, которые бы мне не встретились, они в целом имеют сходные выводы. А именно, я вот сейчас их озвучу. В целом, кормящие женщины сохраняли меньший вес, чем некормящие. Даже если женщина кормила грудью недолго, здесь, например, 4 месяца отрезная точка, то она в итоге имела меньший вес, чем женщины, которые кормили младенцев из бутылочки. Также после прекращения лактации наблюдаются более медленные темпы потери веса. Кормящие грудью женщины достигают своего веса перед беременностью, изначального то есть, раньше, чем те, кто не кормит, на целых 6 месяцев. И у женщин с большей прибавкой веса во время беременности чаще наблюдается удержание вот этой большей прибавки веса. Также, кстати, что давайте недооценивать все-таки влияние внешних факторов во многом, что вот заслуживает внимания, что они проводили там различный анализ, какие факторы еще влияют. И вот, например, было статистически значимо, что незамужние женщины быстрее прибавляют вес, чем теряют. Это интересно. В общем, вывод такой, что кормящие женщины худеют быстрее, чем не кормящие. В целом, это сходится с представлениями науки, да, с представлениями медицины о том, что лактация сама по себе энергозатратная, и там что-то порядка 400 калорий дополнительно, да, должно кормящей женщине добавляться к рациону. И, в общем-то, даже странно, да, почему появился вот такой вот миф, что это пролактин, что это от грудного вскармливания, когда в целом таких подтверждений нет. Получается, что мы оказываемся в некоторой противоречивой ситуации, да, на данный момент. То есть вроде бы мы и видим, что есть какая-то склонность к набору веса, и что люди чаще имеют какой-то избыточный вес. С другой стороны, мы видим, что вроде бы снижение пролактина, да, как-то особо не влияет. Видим, что лактация негативно не влияет. Откуда же вообще вот это вот все берется, да, вот в чем источник вот этих разночтений и разногласий? На эти вопросы нам могут помочь ответить вот эти две работы обзорные об эффектах пролактина, которые рассматривают совокупности и работы на пробирках, в пробирках, и работы на животных, и работы на людях. Естественно, это гипотезы, которые имеют какое-то подтверждение, да, частичное, где-то полное. Это не стопроцентная теория, да, то есть это не доказанная теория, но вот тем не менее мы как бы можем некоторые вещи для себя отметить. Я могу отметить и вам рассказать. Еще раз к некоторым выводам и в процессе буду комментировать. Итак, мы определились, да, вроде, что после родов и кормления больше женщин переходит в более тяжелую весовую категорию. Точнее, не мы определились, а авторы исследований нам об этом говорят. Большая часть – это те, кто уже имел избыток веса и ожирение. Вот что еще интересно и достаточно необычно, есть работы, которые это отмечают, что у некоторых женщин в начале гиперпролактинемии, патологической именно, не про грудное вскармливание речь, наблюдается резкое увеличение веса 6-8 кг за 6 месяцев, что сопоставимо со случаями увеличения веса после стрессовых ситуаций. Это тоже важный момент, авторы отмечают, что набор веса после каких-то серьезных стрессов – это вполне жизненная ситуация известная, да, и вот это сопоставимо по количеству набранных килограмм. Участие пациентов, еще раз повторюсь, с пролактиномой действительно можно встретить избыточную массу тела, то есть это тоже совершенная правда. Но еще мы увидели, что цифра пролактина не соотносится с количеством набранных или скинутых килограммов в процессе наблюдения и лечения пролактином. И также увидели, что женщины, которые дольше кормят, в среднем худеют быстрее и больше. Как вот это вот все собрать воедино, да, и понять, почему же так происходит? Вот что нам говорят авторы тех работ.
Когда проводили исследования на крысах, логично, что дизайн такой работы у людей представляется слишком сложным, а тут можно было запереть крысок, да, в закрытое пространство, дать им какое-то количество пищи или до насыщения есть, и посмотреть, как будут вести себя крысы по отношению к еде, у которых индуцировать гиперпролактинемию, спровоцировать, и как будут обычные. Так вот, тем, кому спровоцировали избыток пролактина, они ели больше, ну и, соответственно, набрали больше веса. Тут достаточно много таких непростых слов, которые не так легко было бы на самом деле перевести на какой-то человеческий язык, но давайте постараемся, может быть, сильно не углубляясь. Возможные объяснения, почему так происходит, включают стимуляцию липогенеза, то есть образование жира, и нарушение дофамин-эргического тонуса центральной нервной системы. Чем мы лечим гиперпролактинемию? Мы лечим ее агонистами дофамина. То есть пролактин, он напрямую связан с дофаминовой системой. А дофамин может модулировать цепочки мотивации и вознаграждения в мозге. Понимаете, к чему я клоню? Да, это все вот к вопросам пищевого поведения. У людей с ожирением с помощью специальных исследований было выявлено, что дефицит дофамина способствует сохранению патологического пищевого поведения. То есть мы видим дефицит дофамина, нарушение модуляции и изменение пищевого поведения. Вот, также отмечают, что у лиц с ожирением наблюдается притупление пролактинового ответа на гипогликемию, то есть снижение сахара и нарушение ответа на другие факторы. Даже после значительной потери веса сохраняются. Вот это интересно. Но опять же, такие это исследования не на крупных популяциях, да, и в некоторой степени что-то гипотетично. Так вот, увеличение циркулирующего пролактина, по мнению авторов, приводит к более высокой активности нейронов гипоталамуса, что приводит к увеличению синтеза и секреции дофамина. Во время беременности и кормления грудью, а также у пациентов с пролактиномами, центральные дофаминергические нейроны становятся невосприимчивы к пролактину, и центральный дофаминергический тонус снижается. И вот этот процесс и может способствовать увеличению веса у пациентов с гиперпролактинемией. То есть это то, что ведет к гиперфагии, к перееданию, то, что стимулирует аппетит. Есть даже наблюдения на пациентах, которым давали антагонисты дофамина, и они испытывали именно гиперфагию, то есть повышение аппетита и дальнейшее повышение веса. Вот такая вот картинка складывается в процессе изучения данной темы. То есть как соотнести все вот эти факторы, которые мы имеем. Итак, а если вернуться все-таки к бытовым вопросам, что не менее важно. Почему все-таки мы часто замечаем, что в послеродовый период вес растет или он не падает, да? Ну, все-таки часто на эту причину сваливают невозможность там похудеть, привести себя в форму и так далее. Я думаю, что вот все, что здесь у меня отмечено для выпускников 16-недельного проекта Physical, это просто элементарные вещи. Потому что однозначно за это время вы поняли, насколько важны каждая съеденная печенюшка, каждый съеденный бутербродик, насколько важна любая активность, какая активность затрачивает больше калорий, какая меньше, да, как ее вообще соотнести. Но если человек этой информацией не обладает, он, безусловно, не заметит многое. Фактор номер раз, самый простой, но важный – смена образа жизни. Девушка работала, гуляла, а тут она сидит весь день дома с младенцем. Усталость очень высокая, но трата калорий может быть небольшая, если ее активность в том, чтобы приготовить, постирать, да, убрать за ребенком. Соответственно, от этого очень человек устает, но при этом калории не сжигаются сами по себе.
Частый совет от друзей, родственников: есть пожирнее, чтобы было лучше молоко, что вот во время беременности, грудного вскармливания все витамины отдаются, надо их все срочно восполнить. В общем, есть побольше. Простые: доедать за ребенком, плохой сон и стресс, те факторы, которые могут привести к перееданию, к там, отечности дополнительной. Набор большого веса во время беременности, конечно же, сам по себе это уже сложнее снизить. Но не невозможно, и многие и за полгода грудного вскармливания такие цифры показывают: 20-30 килограмм. В общем, если присутствует какой-то из компонентов или несколько, то это определенно приведет к профициту калорий, ну и не иначе. И, конечно, никто не скажет, что он много ест, если начнет подъедать пару бутерброда, остатки от детских каш, печенек, 300-500 калорий в день подъесть. Я думаю, вы знаете, что это очень и очень нетрудно. Вот. Если мы это все еще впишем в условия изменения образа жизни и смещения фокуса мамы в декрете, то, ну, в общем-то, все становится абсолютно очевидным. Друзья, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, все было понятно. Ну, если что, в комментарии спрашивайте. Всем хорошего дня.